Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро-расклад, Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, как карты видят эту неделю для вашего знака зодиака. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мои дорогие, мы с вами проведем приятное время. И какую-то свою стратегию, тактику вы все же сумеете просчитать благодаря метафоре карт. Или приглашаю вас на свой сайт, прочитать гороскоп до конца 2024 года и сверить свои намерения с расписанием звезд. Ссылка будет под видео в описании. Также она уже есть во вкладке «Сообщество». Итак, в нашем традиционном раскладе мы зададим самые такие активные вопросы на короткий период времени. Что важно знать или какие энергии для вас предпочтительнее, как видят это карты. Чего не избежать или неожиданности. И если мы про энергии, чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же, наоборот, вам будет помогать, способствовать, радовать вас? Что скрыто? Может быть, и мы что-то не замечаем, может быть, и кто-то скрывает. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на эту неделю. В личной жизни, как видят карты. Что же будет важно? Вообще мы можем дальше ничего не открывать. Карта Солнца. Конечно, эта карта всячески положительна, когда исполняются наши желания. Как минимум одно какое-то желание у вас осуществится. Или будет понятно что-то, то, что вас порадует. Вот так, знаете, от души, когда мне просто хорошо. Вот от какого-то события, от какой-то новости. Или, может быть, ваше дело, ваше творчество, или у кого-то сообщение, может быть, от детей. Но вот есть какая-то радость на этой неделе, хотя это старший аркан говорит о чем? Это карта выбора правильного направления. У нас всего их две в колоде Таро, напоминаю. Одна – это карта Солнца, это где-то дистанция 6 месяцев, вот в аккурат, до конца 2024 года. И вторая у нас карта Звезда, это лет на 20. Так вот, вам как будто ориентир этой недели, что-то очень важное или, может быть, серьезное. Может быть, и вы будете делать выбор, кто знает. И это будет иметь свое влияние до конца 2024 года. Будьте внимательны, мои дорогие, потому что к Солнцу как будто путь, что важно знать. Себе, с одной стороны, как и не навредить. Ведь по Солнцу еще проходит наше эго. Это когда мы хотим сделать по-своему. Но, понятно, мы живем среди людей или есть какие-то объективные предпосылки для решения того или иного вопроса. Мы не всемогущи, поэтому правильно, возможно, с кем-то провзаимодействовать, а потом себе сказать спасибо. Я такое тоже могу допустить. Но, в принципе, это карта радости и счастья. Вот что важно знать. Вам в сторону счастья, мои дорогие стрельцы. Серьезные у вас какие-то арканы, мои дорогие, и правда, очень судьбоносная неделя. Я должна сказать, когда старшие арканы, первое, всегда влияют события извне. Это могут быть новости, услышанные от кого-то. Или это ваше решение, которое тоже может иметь такой судьбоносный характер. И вторая карта старшего аркана вам еще говорит о том, что этот период действительно сами по себе карты. Это не в разрезе одной недели, что-то будет продолжаться. Тут действительно своего рода выбор. Что-то для вас перестанет иметь значение. Или что-то, может быть и кто-то, мои дорогие, пытается уйти из вашей жизни. И редко карта 13-го старшего аркана говорит действительно о смерти физиологической, хотя такое отрицать нельзя. Но все же в картах Таро эта карта так символизирует трансформацию, когда вы добровольно от чего-то, может быть, отказываетесь. Может быть, вы бы и не хотели делать это именно так, но голос разума или каких-то обстоятельств вас приводит к конкретному выбору, что сейчас так будет правильней или так будет полезней. Или есть какая-то данность. Может быть, прежде мы пытались что-то удерживать, а тут мы понимаем, овчинка выделки не стоит. Или сколько
я не предпринимаю по какому-то делу, вопросу или по конкретному человеку каких-то попыток сохранить союз или сохранить какой-то, ну, может быть, тандем тоже. А это не имеет продолжения, потому что мое желание, оно оппонентом не услышано. И вы понимаете, что я буду прикладывать усилия, но результата я не получу. Вот есть какое-то осознание, мои дорогие, как неожиданность для вас. И это посыл к трансформации. Хотя посылом может быть и новость, и какое-то дело, у кого-то смена работы, у кого-либо смена жительства, старшие арканы. Действительно происходят перемены в вашей жизни. Чему сейчас не время? Еще один старший аркан. Вы с чем-то определяетесь. И по карте башня не время собой рисковать, не время подвергать себя опасности, не время кому-то что-то доказывать, кстати. Когда выпадает 13-й аркан, нам о чем говорят? Искусство мелких шагов. По аркану башни, пусть не в этой колоде, в другой. Таро ангелов у меня есть такая, кто смотрит долго мои расклады, давно. Там прорисован, как ангел берет за руку человека и уводит из той башни, которая будет разрушена через какое-то мгновение от попадания молнии. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Есть тоже такое значение, я об этом часто говорю. Но у вас эта карта выпадает в позиции, чему сейчас не время. Поэтому не время надеяться на его величество случай. Или то, что нам кто-то придет на помощь, надеяться на себя. Не подвергать себя опасности. Что-то просчитывать, и мы возвращаемся к искусству мелких шагов, когда попросту собой не рисковать. Когда быть внимательным, знаете, как осознанным в моменте здесь и сейчас, и это не пустые слова. Для кого-то это может означать, когда буквально я иду вперед, и я смотрю себе под ноги, чтобы не оступиться, не упасть, не получить травму. Вот такое тоже может проигрываться. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью, к своему телу, к своим мыслям, к своей жизни. Здесь нельзя что-то делать на автоматизме. Посмотрите, 3 старших аркана, мои дорогие. Поэтому где-то продуманность, где-то расчетливость в эту неделю, она, ну, как воздух для вас необходима. Вот такие качества. Что же вам будет помогать? Когда вы допускаете альтернативные варианты развития событий, когда вы допускаете, что жизнь не бывает полностью предсказуема, когда вы понимаете, что мне придется договариваться, когда вы понимаете, что то, что вы отвергали вчера, сегодня может стать реальностью, и мне придется именно в том контексте продолжать, что я вчера еще только отвергал. Или говорил, нет, этого не может быть. Тут само по себе допустить то, что прежде вам казалось, этого не может быть. Или то, что придется договариваться с людьми, которых вам видеть не хочется. Все-таки 2 жезлов есть какая-то, тут ведь у каждого по-своему проиграется. Эта карта все равно дуальности, она остается ею. Есть какая-то идея. Но идею полностью осуществить в том контексте или теми методами, которыми вы хотите, вряд ли тут получится, потому что приходится учитывать 1000 каких-то неопределенностей. По сути, быть гибче – это помогает. Может быть, и сидеть на 2 стульях одновременно тоже помогает. Может быть, где-то и вашим, и нашим тоже помогает. С чем-то определиться. И это тоже где-то помогает. По сути, это все то, что мы с вами говорили. Что же скрыто? Для кого-то это революционная неделя, не побоюсь этой фразы. Почему? Потому что смена статуса может произойти. Или не буквально на этой неделе, это все же мы смотрим позиция скрыта. Смена статуса для вас, мои дорогие, которая состоится через какое-то время. Для кого-то из вас неправильными действиями или где-то, вот если не проявите, карта может предупреждать. Аркан император – это структура, это власть. Так вот, если мы не проявим должного внимания, а будем что-то продолжать как прежде, мы можем себе действительно навредить. И потом, к примеру, столкнуться с представителями законной власти или как-то закон не в нашу сторону сработает. По этой карте мы уважаем закон, мы уважаем, в принципе, какую-то иерархию. И тогда закон уважает нас.
Он нам помогает попросту. Но эта карта может свидетельствовать о смене статуса, и причем совершенно разными путями. У кого-то, может быть, через решение финансовых вопросов вы закроете какую-то брешь финансовую. Я такое могу тоже допустить с учетом вот этих старших арканов. А для кого-то это вы определитесь по части личной жизни. Есть возможность как раз как путь к солнцу для себя совершенно новый фарватер увидеть, новые возможности и в последующем построить карьеру или начать бизнес, или начать личное дело, сделать какие-то первые шаги. Потому что, может быть, до этого опробована работа в организации или еще какие-то были вами приложены усилия, а вот что-то не состоялось. И тогда это вас все вместе из прошлого может подталкивать к тому, что мне нужно пробовать что-то свое. Пусть очень медленно, пусть первыми шагами, методом проб и ошибок, но нужно пробовать, мне нужно себя перестроить, какую-то свою структуру и организацию своей жизни поменять. Причем это сделать как-то очень согласованно. Для кого-то из вас придется договариваться и с чиновниками в последующий период. Что-то грандиозно глобальное вы можете задумать в течение этой недели, проложить себе, ну или создать, написать тезис-план, как я буду действовать. И при этом понимая, что корректировать по ходу действий ваших придется планы или учитывать то, что события будут меняться. Быть готовым к неожиданностям, причем разного плана. К этому приглашают карты. Но еще также это может быть и человек. Может быть, это ваш отец или ваш любимый человек, который тоже, к примеру, у него в жизни что-то меняется. Это он получает, к примеру, должность, и это перед ним открывает перспективы, но поскольку вы одна семья, это влияет на вас тоже. Те события, которые приходят где-то и через ваших близких и меняют вашу жизнь, для кого-то и так проигрывается. И тогда то, что есть вот сейчас, то, что складывается, нужно принять как реальность и подумать хорошенько, как же с этим провзаимодействовать. Будьте внимательны в любом случае. У вас по части организации вашей жизни, мои дорогие, что-то встает на другие рельсы или складывается, может быть, в другом направлении. И нельзя действовать вот как прежде. Вам приходится корректировать себя или свои планы, или допустить что-то из разряда иррационального. Вот такое вполне может быть. Не рискуйте собой, даже в плане доказывая, предположим, вы пошли оформлять какой-то документ у чиновников, и вы понимаете, что закон работает в отношении вас, но попались на такого самодура, может быть, все же тоже мы сталкиваемся с людьми, который с вами не согласен, он пытается вам поставить, как мы говорим, палки в колеса, тогда все равно нет смысла обострять какой-то конфликт, чтобы потом человек что-то не перевернул в свою сторону или чтобы после вам не создал каких-то дополнительных препятствий. Вот все равно как-то очень красиво, гладко пройти эту неделю, ну, я бы сказала, и последующие, чтобы себе не навредить. Вот все сводится где-то к этой фразе. Дела, работа, бизнес. Праздник после победы. Вот, наверное, такие энергии, когда допускаем, что и невозможное и возможно, мы сумеем, как и со всеми, договориться, или какой-то вопрос может решиться. Все же праздник после победы, когда четверка жезлов нам предлагает разделить праздник с друзьями. У кого-то это работа в команде, это ваши, мои дорогие стрельцы, достижения. И тогда есть люди, которые за вас порадуются. Пусть это работа, или ваше творчество, или ваш труд, или когда вы получаете новую должность. Какая-то прежняя ваша история как будто заканчивается. И это в контексте вашей работы, творчества или в целом труда. Кроме этого, четверка жезлов – это карта якоря, это карта стабильности. Поэтому, да, перемены какие-то могут быть и по части вашей занятости. Но, значит, это ведет к вашему где-то изобилию, процветанию и большей стабильности. Что же по деньгам? С деньгами, я бы сказала, в эту неделю нужно быть очень аккуратному, хотя у кого-то
Это будет для людей семейных обсуждения или какие-то задачи, которые внутри вашей семьи, какие-то траты, как на семью или то, что вы хотите приобрести. Но вверху у нас карта башня, поэтому все же вот по деньгам, я бы сказала, не очень усердствуйте в плане покупок. Вам, по сути, по королеве кубков, нужно совместить ваши желания и реальность. С чем-то не просчитаться, интуитивно просчитать, может быть, не торопиться. Иногда королева кубков означает период ожидания. И для кого-то может проиграться, как «я лучше подожду, сегодня не буду тратить деньги». Вот больше в этом контексте нам говорят. Хотя я могу допустить, что у кого-то и деньги могут задерживаться, но все же больше вижу, что это вы можете что-то поставить на паузу, и тогда я бы сказала, с учетом карты башня, вполне вероятно, это будет тоже правильно. С чем-то не торопиться, это точно. По части денег, как и траты, так и каких-то вложений или начинаний, может быть, как инвестиций. Личная жизнь. Нечего добавить. Начало карта Солнца. Завершение нашего расклада императрица – это символ нового «я». Всячески положительный расклад. У вас есть возможность для себя сделать что-то качественно иное и хорошее. У кого-то изменить свою жизнь благодаря именно личной жизни или встретить своего человека. Для тех, кто один или одна правда может состояться важное знакомство, но к этому вы сами идете. Это не происходит само по себе. Да, есть где-то как влияние судьбы, но выйти навстречу судьбе это необходимо. По карте императрицы, мои дорогие девочки, это может быть как свидетельство «я жду ребенка». Может быть и так. Для мужчин это может быть очень важная женщина в вашей жизни. Конечно, эта карта может олицетворять и маму, или может олицетворять руководителя, если мы говорим «важная женщина». Но тогда это с позиции, кто вам помогает или дает вам какие-то мудрые советы. По карте императрица кто-то может нуждаться и в вашей помощи, мои дорогие. Потому что у вас сейчас, несмотря вот на какую-то турбулентность, может быть, которая как вокруг, или изменчивость событий, все равно вы сохраняете силу и ваши какие-то приоритеты. Вы умеете удерживаться на плаву, мои дорогие стрельцы. И к вам может кто-то обратиться за помощью. Такого я тоже не исключаю. Для кого-то как развитие творчества или какой-то новый проект, тема какая-то новая по работе. Карту императрица можно трактовать всячески по-разному, но это карта счастья, так же, как и Солнце, где-то благополучие. Но если Солнце больше с позиции, как я сказала, эго и наших желаний, то это уже реализация по карте императрицы, это новое качество жизни. И весь наш расклад задает тон до конца 2024 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.